Всем привет, мои хорошие! Сегодня будем строить необычную квартиру. Я захотела сделать студию фотографа и его же квартиру. Ну, то есть, как бы такая большая квартира, которая была превращена в студию плюс квартиру. Ну, то есть, жилая и рабочая зона. И я решила прям строго разделить эти зоны, потому что, мне кажется, если совмещать это дело и как бы, вроде бы как заказчикам придется проходить через жилую зону, мне кажется, это не очень комфортно для фотографа, который там живет, поэтому я полностью отдала под студию первую часть квартиры, то есть переднюю часть квартиры, и полностью там все оборудовала, максимально. То есть здесь есть и туалет, и потом еще появится туалетный столик, в смысле гримерный столик, где можно переодеться. В общем, все, что нужно заказчикам, клиентам, которые пришли на фотосессию, все это есть в передней части квартиры-студии. Но студии в прямом смысле слова, а не в том, к которому мы сейчас привыкли. И я в основном использовала набор Москина, еще, по-моему, «Жизнь в городе» и «Путь к славе», потому что там были вот эти вот креслица, видеокамера, которую я на самом деле потом убрала, освещение и так далее. То есть там очень много вот этих деталей, которые характерны для фотостудии. И я сделала всю фотостудию в черных тонах по одной простой причине: это комфортно для тех, кто фотографирует, потому что черный — это единственный цвет, который не отражает, который не дает каких-то лишних бликов и так далее. То есть это важно для тех, кто фотографирует. Я думаю, многие знают, что, например, белый или цветной фон, он дает отцвет на лицо, и бывает такое, знаете, на фотографиях странное ощущение, как будто у вас цвет лица поменялся, на самом деле, скорее всего, что-то было яркое рядом с вами. Так вот, для фотостудии очень часто используют что-то такое матовое и очень темное, оно поглощает свет, оно не отсвечивает, и как бы фотографу комфортно работать, то есть он может вот этими ролетами создать любой цвет, любое наполнение, которое ему уже нужно, а не подстраиваться под цвет стен, которые, там, например, рефлексируют на лицо заказчика. И я оборудовала вот этот маленький уголочек, для визажиста, для парикмахера, чтобы человек мог привести себя в порядок сам, или если он заказывает профессионального фотографа, визажиста, парикмахера, чтобы они могли спокойно расположиться, плюс там еще ширмочка стоит, чтобы клиенту опять-таки было комфортно, чтобы он мог там, например, переодеться и так далее. Большое зеркало, конечно, чтобы полностью себя обсмотреть и так далее. В общем, мне кажется, это достаточно хорошая вещь. И я вот этот уголочек оборудовала под всякую требуху для фотосессий. То есть здесь есть все. Я постаралась максимум таких вещей набрать, которые несовместимы специально, потому что никогда не знаешь, что на фотосессии тебе пригодится. Тут и детские игрушки, и кастрюльки, и вазочки, и лимончики, и все что угодно. В общем, все, что возможно когда-нибудь пригодится, чтобы оно все было под рукой. Поэтому все такое разномастное. И, конечно же, душ и туалет я оборудовала, простенько, но они есть. Душ я сделала... Я сначала не хотела его делать, но потом подумала, а если какая-нибудь фотосессия с боди-артом или с каким-нибудь сложным макияжем, и я думаю, клиенту было бы комфортнее принять хотя бы такой легкий душ, чтобы смыть с себя основной какой-то цвет или какую-то, не знаю, может, там блестки были, еще что-нибудь, не знаю, медом поливали. В общем, чтобы клиент мог спокойненько ополоснуться и дойти уже до дома. На этом практически вся студия закончена. Я перешла уже к жилой квартире, и жилая часть, она максимально простая, комфортная, теплая, удобная. То есть здесь все необходимое минимально для жизни. Все, что нужно человеку, чтобы спокойно существовать, это все есть в этой жилой зоне. То есть небольшая уютная кухонька, где есть все необходимое, спальня, которая совмещенная с холлом или с залом, там и рабочий кабинет, в общем, все вместе. Это такая квартира-полустудия, потому что здесь есть разделение на комнаты, но я сделала арку, чтобы не заключать эти комнаты как-то сильно капсульно, то есть все-таки это какое-то единое такое пространство, удобное, особенно если человек живет один, то ему комфортнее, когда можно легко перемещаться по квартире, тебя ничего не сдерживает, никакие двери, окна, двери не сдерживают, потому что, в принципе, тебе не от кого закрываться, тебе никто не мешает, поэтому зачем лишние препятствия. Кухню я сделала в синих тонах. Я всегда из ролика в ролик уже говорю о том, что я всегда стараюсь делать что-то такое, чего я обычно не делаю. И вот как раз-таки в синих тонах я редко делаю кухню, хотя вот сейчас стараюсь делать что-то
необычное для себя и часто стала делать именно в синих тонах. Но с вот этим покрытием на стены, с этой плиткой, мне кажется, они идеально смотрятся, потому что из этого набора плитка, она, конечно, фантастически интересная. То есть там очень много цветов, они такие необычные все узоры. Мне очень нравится на самом деле. И, в принципе, вот это пространство, которое я сейчас обставляю, оно служит и прихожей, и кухней, и таким хранением вещей, потому что там я еще тумбу поставила, на которой там книжки, еще что-то. То есть, повторюсь, это такое объединенное пространство, которое просто комфортно для существования одного человека. То есть здесь все-таки не предполагается, что здесь много людей живет, а все-таки, скорее всего, один, но, может быть, вторая половинка приходит иногда, приводит все в порядок. Но потом, когда я буду оформлять рабочий стол, вы увидите, что там немножечко бардак. Я постаралась приблизить к натуральному виду, насколько я видела фотографов и их рабочие столы. Мне кажется, очень даже похоже получилось. Я выделила небольшую зону с телевизором, то есть это такая вроде как отдыхательная зона, ну такая плюс-минус, все равно какая-то такая зона нужна, где человек может посидеть, посмотреть телевизор, и как бы она так расположена немного странно, то есть ограничивает именно сам по себе диван, вот эту зону, но она такая получилась маленькая и уютная, повторюсь, для одного человека, мне кажется, более-менее нормально. И вот я наконец-то берусь за рабочую зону. Мне кажется, это вообще самая главная часть. Ну вот, фотостудия и рабочая зона фотографа – это такие самые основные части, которые нужны. Я поставила еще несколько, ну это телевизор, но я как бы предполагаю, что здесь еще 2 дополнительных экрана. Те, кто там монтирует, работает с фотошопом, еще какие-то вещи делает, у них... Ну, кто профессионально этим занимается, у них всегда несколько мониторов, побольше, поменьше, пошире, с разным разрешением для удобства работы. И потом я еще залезла в отладки и напихала кучу всего. Чашек, бокальчиков, каких-то записочек. Ну, то есть обжила стол по полной программе. Не знаю, мне это очень понравилось, мне показалось, это очень прикольно выглядит. Вот, то есть такой обычный обжитой стол человека, который очень много за ним проводит, который много сидит, работает, и у него копится все, что он там пьет, ест, оно немножечко остается там на столе. Мне кажется, это очень жизненно, особенно в бесконечные кружки. Мне на самом деле тоже иногда подкапливаются, если я забываю их убирать. И сверху я долго крутила, вертела, что же такого сверху поставить. Думала полку сделать. В общем, ни одна полка не подошла. Я решила просто все красивыми плакатами завешать. Хорошо, что игра нам позволяет. Они с каждым дополнением добавляют интересные плакаты, какие-то картинки. Именно не картины, а какие-то такие вещи более простые. Мне кажется, для фотографа, это, скорее всего, возможно, молодой человек или молодая девушка, они очень даже актуальны. И прямо здесь же уже и спальная зона, то есть все как бы под рукой. Устал, прилег, уснул, встал, опять начал работать и так далее. И множество журналов я еще напихала, потому что, ну, фотографы, особенно если он фэшн или что-то с этим связано, то они все равно постоянно просматривают, что происходит в жизни, какие сейчас тенденции и так далее. Но это помогает быть, ну, оставаться в теме, оставаться актуальным фотографом, поэтому у фотографов на самом деле всегда полно профлитературы, хотя, казалось бы, просто бери и фоткай. Но если кто-то чем-то профессионально занимается, то без таких вещей, конечно, будет уже немножечко не то. Поэтому я разбросала много всяких вещей, книг, журналов, которые помогут нашему фотографу быть гораздо лучше. Еще я тут немножко намучилась с коврами, хотя их вроде бы очень много, но
иногда мне кажется, что их очень мало, и выбор такой не очень большой. Хотя я вам очень советую выбирать не по виду ковра, а именно просто заходить в те ковры, например, которые вы никогда вообще не выбираете, и посмотреть их расцветки, потому что очень часто именно там кроются большие сюрпризы, потому что мне всегда казалось, что ковров очень мало, потом я начала пролистывать именно количество расцветок, каждую расцветку смотреть, иногда даже форма ковра меняется в зависимости от расцветки, и там попадаются очень классные экземпляры, очень подходящие экземпляры. Это всегда приятно удивляет, что есть такие варианты. Я еще тут немножко сглупила и убрала вот эти таблеточки светящиеся, решив обычный свет поставить, но потом я сдалась и поняла, что эти таблетки единственные, кто нормально светит. Ну, красивые лампы я оставила. Я, кстати, слышала, да, что многие так делают. Ну, вешают сначала таблетки, потом сверху вешают еще красивую типа люстру, лампу, и как бы так освещают свои квартиры. Так что, скорее всего, я тоже так буду делать, потому что это единственный выход. Все, я закончила. Я надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь, ставьте лайк. До следующих видео. Пока-пока.